Временем вы начинаете что-то находить, скидывать. В эту тему я реально верю. Все всегда говорят, сталкеры, что оно особенное. И оно действительно особенное. Она очень сильно давит на психику. И дай бог, кто-то сзади подойдет, может случиться все, что угодно. Челлендж. Ну давайте 50 тысяч лайков. Если эта серия соберет со временем, я сделаю... Не обращайте внимания только, что болели за Team Spirit. За Team Spirit, ребятушки. Папа сделала легкий кэф. Все хорошо, все нормально, да. На Твиче, кстати, смотрели, ссылочка есть внизу в описании. А сегодня мы смотрим «Ночь в заброшенной тюрьме» с привидениями. Ghostbuster, кресты. Я не знаю, что это за совпадение, но с Димоном мы в одно время выкладываем. Он кресты, а я Кронштадт. И все вроде бы с Питера. Как это работает, Димон? Как у нас? Что, какой-то Wi-Fi там этот общий или что? Как это возможно? Ну, ладно, окей, ребят. Всем, кому тоже интересна всякая тема с заброхами, со всем остальным, на канале Они. Можете это все дело посмотреть или также просто в плейлисте на канале Hardplay. Сделал для вас удобно. Все новые видосы с канала Они туда добавляются, так что смотрите. Плейлист заброшки. Мистика. Поехали смотреть Диманчик. Обязательно загружайте лайк. Ссылку на Димана оставил внизу в описании. Всей команды Димана. Привет! Спасибо за подписки на Бусти. Спасибо за все. Все, я поехал. Сегодня мы отправимся в одно из самых страшных и печально известных мест в России. Спустя 3 года мне дали официальное разрешение для съемок в заброшке, которая окутана огромным количеством призрачных легенд. Очень много всего есть про кресты. Причем что про кресты, что про Кронштадт. Очень много всякого интересного. Ну, как, наверное, в любой тюрьме. Вообще локации такие. Без спойлеров. Тихо, мои хорошие, тихо. И у меня к вам только один вопрос. Верите ли вы в призраков? По кайфу. Очень круто сделали. Ништяк. Круто. Круто. История этого мрачного места начинается в 1892 году. Автором проекта крестов стал архитектор Томишко, который по просьбе царя создал тюрьму, из которой было невозможно сбежать. Огромные подземелья, запутанная система ходов, 999 камер для заключенных. Существует одна легенда, что после завершения строительства, чтобы никто не знал секретов этого места, архитекторы взяли и заживо замуровали в 1000-й камере, которую до сих пор никто не может найти. Сотрудники учреждения в темных коридорах порой встречали стенающий призрак архитектора, душа которого так и не нашла успокоения. Также существует куча баек, почему было выбрано именно такое Это у них с Кронштадтом очень интересная история. количество камер. Якобы архитектор Томишко для реализации своего невероятного проекта осуществил сделку с дьяволом. И в благодарность за помощь он аккуратно внедрил число 666 в свой грандиозный проект. Больше чем за век своего существования тюрьма видела такое, что страшно себе представить. Последствия революции, блокада города в Великую Отечественную войну, распад Советского Союза. Считается, что в самые сложные времена в каждой камере могло находиться до 20 человек. Спали по очереди. На самом деле, самое смешное то, что стоит тюрьма. Когда ее мимо проезжали, когда вот недавно в Кронштадт гоняли, она прям стоит прям вдоль дороги. И сейчас ее, если я не ошибаюсь, ее продали все-таки. Наконец-то ее продали за миллиард чем-то, что ли. То ли там какие-то отели, то ли еще что-то будет. Парадокс просто нашего времени. Там тоже такие, как сказать-то были. Места, да, где люди пребывали. Сейчас еще за это и деньги будут платить. Только теперь бывшей тюрьме будут, да, платить деньги. Жестко. Очереди одни заключенные выходили Опять же, на может быть вброс то, что продали. прогулку, вторые в это время ложились спать. То ли офисное помещение, то ли гостиницу, по-моему, говорили, будут делать. Только представьте, камера 8 квадратных метров.
Естественно, все это наложило огромный отпечаток на печально известное место, породив в головах жителей города различные мистические легенды про знаменитые кресты. Рассказывали сотрудники, что порой там среди ночи вот как бы внесешь службу и сидишь там что-то заполняешь, задремлешь, и вроде как вот кто-то может там за плечо тронуть или какое-то там вот дуновение произойдет. Это место настолько пропитано болью, Гостиница, да, дыханием всё-таки? смерти, что считается, что даже сейчас якобы в этих пустынных коридорах можно встретить нечто. Я уже не пугаюсь. Я уже много видеороликов посмотрел Димона, и монтажера наизусть все знаю. Монтажеру привет. Тюрьма была официально закрыта в всеми известным уважаемый 2017 человек. году. Сейчас этим мрачным великаном управляет Дом РФ, и здание серьезно охраняется. Просто так туда попасть невозможно. Абсолютно Но нам верно. удалось договориться на проведение съемок ночью и съемки интервью в этом месте. Сейчас комплекс выставлен на торги, чтобы найти инвесторов, которые смогут сохранить это историческое Я угадал, я правильно сказал, не угадал, а правильно сказал. 1.136 миллиарда. здание и вдохнуть в него новую жизнь. То есть я последний, кто сможет провести там ночь, потому что это самый последний шанс прикоснуться к мистической составляющей одной из самых пугающих локаций Санкт-Петербурга. Это априори страшное место, но когда оно заброшено, и к этому добавляется какая-то паранормальная аура, атмосфера становится просто лютой. Я хочу вам сказать, добро пожаловать в кресты. Ничего так сильно не смущало меня, как лес и тюрьма. Конечно, не кресты, а Кронштадт с гораздо такой более давней, да, историей. Но сама атмосфера, она ни с чем ее невозможно ни с чем сравнить. Причем я локацию, в принципе, как тюрем, я рассматривал очень давно. То есть еще когда мы прорабатывали весь второй сезон Stay Alone рубрики. И я говорю то, что стопудово мы сделаем тюрьму. Я очень хотел побывать, я очень хотел испытать это чувство. Все всегда говорят, сталкеры, что оно особенное. И оно действительно особенное. Более чем особенное. Как это жестко выглядит. Просто бесконечный коридор. Это вот камеры и туннели. Что это такое? Что это такое? Вот одинокий стульчик. Смотрите, такое чувство, что на нем вообще кровь какая-то. Старый стульчик. Это он просто намок от чего-то. Жутко выглядит в темноте так. Так как мне бьет в лицо свет, я ориентируюсь практически полностью по камере. Не услышал ничего. Что это за звук? Вот сейчас вот монтаж помешал. Вот хотелось бы услышать. Я не понял, где наложенный звук, а где настоящий. Не понял. Не монтаж. Что это может быть? Такое ощущение, как помехи. Вот помехи. Гудок какой-то. Помехи. Звук был похож на какой-то свист или гудок сейчас. Может, это с улицы откуда-то. Там все рядом, да. Камера пишет. Там все рядом, если что. То есть мог быть звук захвачен с улицы. Кто-нибудь гудок зажал или сигнал или еще что-то.
построено очень интересно. Насколько я понял, это место называется распределительная комната. Это место называется распределительная комната. Вы что, прикалываетесь? Кто там чухает? Что за звук? Я не пойду, стоп. Там прям откровенно кто-то... Там, знаешь, что, не ходит? Очень, да, на голубей похоже. Потому что как будто летают и крыльями. Здесь махают. кто-нибудь есть? Блин, ну здесь бы я очень хотел послушать саму тюрьму. Звук сам. Листов. Я отчетливо слышу гул машин, но кроме него есть еще что-то, что происходит прямо внутри здания. Голуби? Крысы вряд ли. Голуби. Голуби. Что еще может быть? Оторвался где-то. Звук такой яркий очень. Может быть, знаешь, что типа где-то какой-то лист оторвался, еще что-то, и вот он типа вот от ветра бьет. Просто я уже за все время по заброшкам сколько хожу, я уже столько разных этих звуков слышу, то что, ну, я уже, ну, их начинаю различать. Кстати, спасибо, ребят, за лайки мне и Димону. На Димона, еще раз напоминаю, ссылочку внизу в описании и за комментарий тоже. Спасибо за поддержание этой движухи. За поддержку, наверное. Кошки нет, вряд ли. Значит, черта города может. Крысы, а что им там есть? Проводку. Так, надо 100% подняться выше и понять, от чего происходит этот звук, потому что он периодически повторяется. Ладно, смотрите, то место, в котором я сейчас нахожусь, это перекрестие одного из крестов. Из этой точки идут вот как раз лучи в разные стороны, в которых и находились камеры. Вот посмотрите, есть вот такие... Мне кажется, здесь специальные, вряд ли гостиницу, какой-нибудь офис мостки сделают. везде, которые ведут к своим крыльям креста. Специальные мостки везде. Мостки везде. Что-то ты мне кого-то напоминаешь, но очень похоже на кошку. Нет, это кошка. Глаза близко расположены. Я думаю, кошка. Камера пишет. Ну что она там тогда делает? Поставить. Двигается так. Как бы это. Я посмотрим. Друзья, в этом помещении я решил поставить фотоаппарат, который реагирует на движение. У него есть специальный датчик. Если перед устройством будет возникать какой-то объект, Polaroid тут же будет делать снимок. Стоп, не понял ничего. Если что, я после Питера летал в Бельгию. Вы увидите на канале, они тоже эту всю тему. Замок 700-х годов отсняли. И фишка в том, что я не стал туда брать Polaroid. Он у меня есть, но я просто не стал это делать. Я честно говорю, в эту тему я реально верю. То, что можно на Polaroid, даже средь бела дня, что-то, ну, заснять. Кто бы что мне не говорил, но все-таки. Засвет? Ребят, фотка получилась полностью засвеченная. Я не понимаю, в чем. Фотка засвечена полностью. А чем?
полароид при включении делает всегда пробный снимок. Он получился полностью засвеченным белым. И после этого он перестал работать. Так, еще раз. Я включаю. Вот первый снимок. Пошел. Я, кстати, не думал, что у меня точно такой же прям полароид. Хотя они, наверное, одни. Что за херня? Он выдает ошибку. Так, если это ваши какие-то приколы, пожалуйста, заканчивайте. Да не, ну хорош, за это просто техническая какая-то Окей, тема. ладно, ладно. Если это сейчас работать не будет, я не знаю, что сказать. Ну, поехали. Прям 2 полароида с собой взял. Ага. Так. Два вряд ли. Я не понял. Он на мою тень не отреагировал, что ли? Тень получается с этой стороны, в ту сторону, возможно. Там была тень. Что за пиздец? Ребята, это 2 исправных фотоаппарата. Что за... Что ты... Мне интересно, что Что он ты фоткает. фоткаешь? Ну, он стопом фоткает. Стоп. Что за пиздец? Что за пиздец? Ну что он сфоткал? Зеркало блестит, это немного не так работает. Сука! Блять! Сука, что происходит? Блять! Ребят, вот я не знаю, как это объяснять. Просто вдумайтесь. 2 абсолютно исправных устройства. Так, спокойно. Техника. Надо не забывать, что это техника. Может случиться все, что угодно. Но 2 фотика... Ну, 2 фотика-то, я не пойму. Все парами. Может, там марафонец наш, да, с махового бегает. Твою мать. Это странно. Лампочка выключилась. Сейчас скажу, где у нас такое было. Пансионат Голубое озеро. Вот где у нас такое было. Когда у нас разом начали все фонари тухнуть, заряженные. А что, фонарь сел или ты убрал? Нет, А? подсел. Подсел? Было такое. Было. Ну, мы охренели реально. Когда они именно тухнуть начали, то, что зарядка закончилась. На разных устройствах разные фонари были. По-моему, вы это можете помнить. 2 абсолютно исправных фотоаппарата, которые я проверил до выезда на локацию. Первый отказался фоткать вообще, кроме первого тренировочного кадра, который был полностью засвечен. Окей. Оборудование дало сбой. Я заменяю его на другой полностью исправный фотоаппарат, который начинает подряд делать множество фотографий. И, внимание, все из них не содержат никакой информации. Это просто, ну просто тьма. И все. Хотя я эти фотоаппараты использую практически постоянно. Так, окей, хорошо, ладно, допустим. Фотоаппараты сломались. Мы их убираем. Пошел ты в жопу, блядь. Смотрите, у меня есть вот такие замечательные шкатулки, которые вы прекрасно знаете. Если перед ней появляется объект, она начинает наигрывать страшную мелодию. Если они сейчас будут сбоить, я не знаю, как это объяснять.
Электромагнитное поле. Поэтому я пойду дальше. А вот Не здесь знаю. более мрачно. Что это такое? Комната персонала. Комната персонала, и Вьюн просто разросся. Развешено. Не-не-не, разросся Вьюн просто. Он из горшка пошел. Из горшка, и он просто разросся. Это Вьюн, у меня у бабули такой был. Матерь Божья. Вы просто посмотрите на эту лестницу. Жестко. Невероятно жутко выглядит. Она и очень узкая. Идем. Жестко, жестко. Базару ноль. Зэков водили по ней, я тоже так думаю. Вот видишь, про что я говорил. Плюсы огромные оборудования Димона — это когда он идет по открытой какой-то все равно пространству. Чуть-чуть только вот где-то, все, он даже просто развернуться не может. Не дай бог, кто-то сзади подойдет. Я сейчас говорю за живых кого-то, да, за людей, еще за что-то. Он просто даже не повернется. Самое стрёмное, что я даже Буква назад О. могу посмотреть. Вот здесь лестницы настолько узкие, чтобы по ним не могли передвигаться рядом двое. Подобная система есть и в средневековых замках, что помогает сдерживать осады и так далее. Сука! Да, я испугался матрасов, да, простите, пожалуйста. Я предлагаю выходить на этаж. Там все накидали. С этих, с камер. Пока могу списать на какой-нибудь сбой оборудования. Но место криповое. Очень криповое. Здесь кто-нибудь есть? Лока просто, конечно, очень лютая. Как выглядели эти камеры? И вот просто представьте, что здесь в самые сложные времена могло находиться по 20 человек. Ужас. Так, там вот какая-то будка, я думаю, там находились смотрители. Так. Бля, очень много звуков. Я не понимаю, где какой. Вот прям металлический сейчас звук был? Или какой наложенный? Или какой не наложенный? Я не понял. Вот здесь вот прям вот хотя бы в момент, когда звуки, надо музыку всю вырубать, потому что вообще, ну, ее слушаешь, я не понимаю. По-моему, металлический, да, сейчас здесь звук был? Здесь кто-нибудь есть? Металл, да, вот этот цинь такой? Или он, может, задел камерой? Я не понял, что, по-моему, металлический. Но он ходит по деревянному полу, если что. Как полагается мудаку из фильма ужасов, я иду в сторону какого-то непонятного звука. Ему что это такое лежит? Кусок от двери, что ли?
ты такой? Что-то Сколько дверей? осыпалось, походу. Или упала? Камера пишет. Я так понимаю, так называемая комната допросов. Хрена там двери ровно открыты. Просто как это, как по линейке все. Я один жду, когда они разом все закроются. Как в каком-то моей игре. Помнишь? Здесь что-нибудь есть? В какой-то игре. Тух. И все, и сердце просто выйдет сразу. Длинный коридор с огромным количеством дверей. Вот представьте, вы идете по такой страшной заброшке ночью по лютому коридору. Поворачиваетесь и... Так, я извиняюсь. Я сразу же говорю, извините. Мне кажется, что вот это место идеально для Ну, такое. еще одного эксперимента. Я просто уже привык к ним. Стримерам. Прям люто привык. Так, это старинный телек и питание к нему. Он будет вводить на экран белый шум, и многие считают, что с помощью этого белого шума... Сапфир, напомню телевизор. Фир, что-то там, типа число и буква. У меня у бабули, что ли, такой стоял. можно вступить в контакт с паранормальным. Слышал эту тему. Так, поехали. Так, почему? Я не понимаю. Да, сапфир, что-то там. Так, я искренне не понимаю, что происходит, потому что который элемент моего оборудования, который прекрасно, исправно работал в отеле, сейчас почему-то дает сбой. Звук идет, но картинки на экране нету. Я не понимаю, что творится. Как так? Подожди, а куда он телевизор с собой убрал? Я только сейчас задумался. Рюкзак? А он телевизор с собой нес. Хрена себе. Ой, я только сейчас думаю. Не, у него, по-моему, рюкзак есть какой-то. Нет? Сука! Сука! Я балдею с этого. Он, скорее всего, разогрелся. Там, я не помню, в этих телевизорах еще лампы были или нет? По-моему, лампы. Если, короче, это ламповый, то он, скорее всего, прогрелся. Для прикормки, реально. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте мне знак с помощью телевизора. Насчет обращений, очень интересная бытует теория. Тоже, чем больше общаюсь с людьми, которые увлекаются всяким паранормальным и вот всякая остальная вот такая тема, тем больше хочу сказать следующее. То, что, типа, нужно обращаться к конкретным вопросам, как говорят. То есть, если ты обращаешься с конкретным вопросом к конкретному месту, либо к конкретному человеку, который ты думаешь, что, типа, там вот что-то есть, то есть то, что к нему относится. Вроде бы как. Такое чувство, что среди каких-то вот рандомных звуков все равно проскальзывают какие-то отдаленно похожие на голоса звуки. Но вполне возможно, он просто ловит какие-то каналы и все. Мне советовали подождать подольше, так что будем ждать. Чего? Прикинь, заснял телевизор, помехи, поставил часа на 3 на повтор и зациклил. Бесконечный стрим помехи телевизора. Абсолютно непонятно, Прикинь? но в любом случае ваше здоровье. Гений. Минус 100.
Ничего не могу сказать, я не знаю, как это работает. Сейчас на экране были какие-то очень странные помехи, друзья. Это видно, интересно, на камере, я не понимаю. Я не знаю, какие они должны быть. Я вижу, что меняется картинка. Здесь кто-нибудь есть? Я не знаю, как должно быть. За телек не знаю. Ребята, вот впервые такие помехи. Вот здесь где-то около 20 минут я впервые такой вижу. Есть здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Есть здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Есть здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Я не знаю, как должно быть. Что это? Что это за Я не помехи? я не помню, какие помехи были на обычных ламповых телевизорах, правда не помню. Вы пытаетесь вступить со мной в контакт? Ну, прикольная тема с телевизором. Я надеюсь, это видно, сука. Сейчас я отключу. Подождите, стоп. Что я нажал? Что я нажал? Что я нажал? Как отключить? Все, сломал. Я сейчас потерялся, ребят, подождите. Во, так лучше. Вы пытаетесь мне что-то сказать? Кто шарит, ребят, за электронику? Напишите в комментариях, что должно вообще быть. И типична ли это вот эта тема? Может, он так и должен. Сапфир 401, без буквы. Стоп, ну это не может быть такого. Может, это что-то с телеком? Так, я... От себя хочу сказать, монотонность картинки, то есть тюрьма, она очень... Я ее до этого смотрел, то есть схему, как сделана. Она очень-очень-очень однотипно сделана. То есть камеры, проходы и так далее. То есть они вот ровно нарезаны. Вы скажете, а что интересного? Вот эта однотипность, она очень сильно давит на психику. То есть когда ты идешь, и у тебя все одинаково, все вот прям вот идеально одинаково. Я только вот с дверьми не понял здесь прикол. Прям жестко. Ты начинаешь проецировать какие-то вещи. Вот, допустим, вот видите, я двери увидел, у меня сразу раз в голове. Ага, там мы в какой-то игре играли, раз там все двери закрылись. То есть ты начинаешь как бы потенциально этого пугаться, понимаешь? Я не понимаю, я не понимаю. Он очень в кассу это делает. Минус уж. Охренеть, тишина такая. Сразу чух. Так, Упало друзья, что-то. я искренне считаю, что Ничего не любой упало. проект должен развиваться. И вот сейчас я вам покажу новый этап развития проекта Ghostbusters. Что это такое? Да, теперь у меня есть типа робопес, который будет помогать мне исследовать пространство. Я отправлюсь во второе здание, а его оставлю в первом, чтобы он патрулировал пространство. Сейчас я как раз показываю ему область слежения. Друзья, это, конечно, будущее. Кстати, друзья, я, честно говоря, не представляю, как мне его назвать. Так что, если у вас будут предложения прямо сейчас, Шарик, пишите их в комментарии. Пока он будет под кодовым названием Кикс. Так, хорошо, а как этот функционал можно... Что он делает, интересно? Фоткает, видео снимает, может быть, фиксирует какие-то эти... Мне кажется, он очень многофункциональный, очень прикольная тема.
Прикольно. Так. Я сейчас на развилке, потому что вот эта дверь ведет во второй крест, а вот эта дверь ведет в подвальное помещение. Оба помещения крайне важны, но найти камеру 666, мне кажется, важно. Металлический звук. Задел. Хвостом. Нет. Сзади не было решетки. Металлозвук чистый. Здесь кто-нибудь есть? Сразу был звук. Сука. Что такое, блядь? Подвальчик. Кто здесь? Привет. Фонарь. 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 Так, ладно. Поиск камер 666 откладывается. Звук причем цикличный. Звук как будто вот где-то здесь прям был, или это он просто отразился? Со звуками я уже просто, я даже уже перестал на них просто внимание обращать. Потому что реально их столько на заброхе, что вообще забейте. Мы когда с вами разбираем их, где мы лазим, я уже как-то это привык. Я уже, знаешь, уже если звуков нет, то все. Что-то не то. Чуть так. Переговорная. Это Или как она правильно называется, типа где... комната для свиданий, друзья. О, да. Ну, ты видишь, опять однотипность. Чел в чате пишет. Чел в чате на ВК пишет кинотеатр. Я даже не удивлен. Если кто-нибудь есть, дайте знак. Да не, Димон нормально видно. Вот какого хера ты сейчас молчишь, а? Полы деревянные, заметьте все. Стоп. Казалось, что-то шмыгнуло слева на дверь. Показалось. Просто если это ветер что-то раздувает, и оно качается, и создается подобный стук, О! то это должно А повторяться. я с самого начала сказал, похож. Странный звук. Какой он? Боба. Звук сейчас шел не вот с этого пятачка, где я его раньше слышал, откуда-то из глубины. Здесь звук не повторился. Может быть, конечно, он там и был. Может, отдается, Так да, вот так. звук распространился, что я его услышал даже там, сверху на лестнице. Но сейчас такое чувство, что он какой-то глуховатый был. Как будто меня что-то манит туда идти. Время от времени, говорят, кошки типа уходят, помирать всегда в какие-нибудь безлюдные места, попадается. На заброшках частенько я такое вижу, тоже стараюсь, если где-то что-то есть, чтобы в кадр не попадало, камеру отворачиваю просто. Камера Собак не видел, кошки Кстати, частенько здесь попадают. слышны какие-то непонятные стуки, я оставлю здесь камеру. Это будет интересно вот с этой камеры.
открыть сразу. Щелчок. Я пока функционал робота не пойму. Просто ходит. Не понял. Ну ладно. Прыгает. Интересно, насколько у него датчики чувствительны. Еще одна развилка. Очень узкий коридор. Очень узкий. О, моя любимая. Всегда, когда вот так вот идешь и дверь, это у меня всегда тоже в башке, что ты дверь откроешь, и там кто-то обязательно стоит или что-нибудь валяется. 100%. Всегда. Смотри, чекай. Чекай. Даже вот просто вот вангую. А нет. Не, странно. Странное помещение. Спасибо за подписки на Бусти, ребят. Кто на архив фильмов и аниме подписывается, добро пожаловать. С красной плиткой. Спасибо. О. Здесь тоже, смотри, ровно камера открыта. Так, друзья, Жестко. мне кажется, вот здесь Правой, да, стороны? Они как будто опять под линейку. Мне какая-то шиза начинается. Мне кажется, вот здесь находились карцеры. Находились карцеры. Внизу всегда. Здесь находились откидные полки вот на этих стойках. То есть в определенное время суток они поднимались, и заключенный стоял. Карцеры всегда в таких местах. Не-не. Здесь кто-нибудь есть? Вот это крипово. Вот это крипово. Базара ноль. Здесь даже я уже дернулся. Крипово. Стрёмно, реальная херня. Уж кабала. Кошка такая толстая, откормленная, хорошая. Мышей, наверное, хомячит, бегает. Ну да, мотор немножко это. Просто минус 5000 нейронов. Жесткий момент. Уж кабаля. Да, ребят, я напугался кота, простите. Не-не-не-не-не. Крипово. Бля, бедный, он там наверняка отдыхал, и тут просто заходит какой-то кожаный мешок к нему домой и начинает орать, здесь кто-нибудь есть. Я бы тоже убежал. Друзья, это второй крест. И как вы видите, здесь ситуация более плачевная. Вижу, 667. И, кстати, друзья, смотрите, у нее единственное нету нумерации. Оторвали. Кто-то на память забрал. Это камера 666. Такая же обычная камера. Что в ней такого особенного?
То же самое. Две полки, зеркало. Воинар. Хочу здесь провести эксперимент с диктофоном и провести запись на старую ВХС-камеру. Запись пошла. Так, друзья, я не знаю, сколько меня видно, но я сейчас нахожусь в камере 666 тех самых крестов. И хочу провести эксперимент с диктофоном. Здесь кто-нибудь есть? Что за звук? Это Михашу Если так здесь крутится. кто-нибудь есть, дайте знак. У меня есть микрофон, камера. Что за звук? Вступите со мной в контакт. Ты чуть что взорвется сейчас. Здесь кто-нибудь есть? Вступите со мной в контакт. Была очень интересная вещь. Я стал замечать то, что вот у нас, допустим, выходит заброшка, да, в канале они. Потом мы делаем разбор. И хвост вот этой заброшки, он тянется еще очень долгое время. То есть со временем вы начинаете что-то находить, скидывать в паблик, еще куда-нибудь тайм-коды. И я такой, знаешь, начинаю задумываться. А помните, какая получается вторая, да, серия «Усадьба Хренова»? Как раз вот где Димон Масленников был. Это второй сезон, вторая серия Стейлона. Я тоже там, когда сказал, что типа есть ли кто-то, там очень интересное совпадение. Причем я этому не придал значения, прошло очень много времени, я так начинаю, знаешь, посматривать, ну как, не очень много времени, но прилично времени. Я начинаю так, знаешь, всю эту тему анализировать, думаю, ну совпадение и совпадение, но не знаю, странно, просто странное. Странные звуки были от ударов как будто. Я не понимаю, может это я чем-то задевал? Тест номер 2 в абсолютной тишине без ВХС. Здесь кто-нибудь есть? Хвост, внимание. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Хвост на месте, он ни обо что не трется. Минус оборудование, понял, блядь. Сейчас записываю. При прошлом нажатии колесики не крутились. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. При прошлом нажатии колесики не крутились. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. По-другому как-то глухо стало. Здесь кто-нибудь есть? Он не проигрывает. Что за херня? Запись сделана, он не играет ее. Блять. Короче, идет. Кто-нибудь есть, дайте знак. Чё, блядь? Что это за пиздец, блядь? Здесь кто-нибудь есть?
Почему новый записано? А вот тут еще раз вот это вот послушать нет? Я случайно переключил режим, что ли? Очень Твою мать. Ну, может, опять же, неисправность, типа, это его голос. Самое главное, что это его голос. Я предлагаю здесь оставить ВХС-камеру и посмотреть, что она запишет. Причем я оставлю и свою стандартную, и ВХС-камеру, и мы сравним картинки. А вообще, друзья, если вы хотите, чтобы я снял полноценный выпуск побольше, применяя подобные камеры, обязательно ставьте лайк под этим выпуском. Круто смотрится. Базара 0. Ну, челлендж. Ну, давайте 50 тысяч лайков. Если эта серия соберет со временем, я сделаю чисто на эту камеру. Охренеть, атмосфера, она просто забей. Как она снимает, это чисто вот из очень-очень крипово, короче. Вот, но посмотрим. Давайте посмотрим. Короче, 50к, если эта реакция соберет, я сниму чисто на ВХС камеру. Вы поняли, вот на эту, на старую. Атмосфера, да, чисто из 90-х, да, лютая. Как в фильме «Репортаж», да-да-да. Вот, 100%, как в «Репортаже», да. Страшные звуки, сбои оборудования, пугающие образы. Неужели все это проявление паранормального в одной из самых известных заброшек в России? Я единственное не пойму, а почему одна из самых известных заброшек, я, наверное, да. Про кресты все знают. Да, Димон прав. Давайте прямо сейчас разбираться и попробуем все объяснить. Сразу разбор. Начнем мы, пожалуй, с огромного количества звуков, которые я слышал в этом месте. Знаете, ветхое здание, которое постепенно разваливается, порой может преподносить различные сюрпризы. Так. Но постоянные пугающие звуки в центре креста этим уже не объяснить. Да не, почему? Ну ветер, обшивка, вот это вот, там перекрытие, еще что-то. Да нет. Там тем более нам показали, я просто думал, в каком состоянии крыша. Там крыша вообще просто, там листы улетели. Что угодно Разгадка может здесь оказалась максимально простой. Я Стопудово. поднялся на 3-й этаж крестов и увидел это. Ну вот, я же говорю, То видишь, есть это что-то с этим. ветер просто раздувает целлофан, которым закрыто выбитое окно. Вообще ветер гуляет по всему комплексу, качая различные предметы. Как, например, вот эту лампу. Люстра качается. Порой такие предметы периодически бьются о стены или о трубы, создавая подобные эффекты. Очень интересно, это получается живое здание, да, живое в кавычках, естественно, в том плане, что так как оно все продувается, оно максимально, так скажем, все двигается. И парадокс, я только сейчас себя на мысли ловлю, то, что Кронштадт, тюрьма, она наоборот ультра тихая место, то есть оно все сделано просто вот на тишине, она это самая тихая заброшка, в которой я был 100%. Вообще там ни хрена нет, там заходишь, на уши давит аж вот эта тишина. Так что в этих звуках нет ничего паранормального. Ровно так же, как и в свисте, который я услышал в самом начале исследования этого
здания. Тут все максимально просто. Когда вы подносите наушники к микрофону, действительно создаются похожие Там эффекты. оборудование, видишь, сколько. Так что обычная физика меня серьезно напугала, а не что-то паранормальное. С тем же успехом можно было кричать, что нечто наблюдало за мной с 3-го этажа тюрьмы. Специальные мостки везде. Мостки везде. Ну это и есть эта кошка. Так можно было бы говорить, если бы это нечто я не встретил в подвале тюрьмы. Здесь кто-нибудь есть? Ну, кошки были, когда был изолятор, здесь кошки были, потому что без них нельзя, крысы же. Я в прошлый раз была, в ноябре, что ли, сказали, 70 с чем-то штук. Это обычный кот, которых как? здесь огромное количество. Иначе. Что будет, если включить старинный телевизор в страшном заброшенном месте? Сука! Будет идеальная ситуация для самовнушения. Как вы могли заметить, телевизор включился не сразу. Дело в том, что для старых моделей необходимо достаточное количество времени, чтобы нагреться. При комнатной температуре это происходит практически моментально, но в крестах была отрицательная температура, что видно по моему пару изо рта. По красному носу. То есть он просто прогревался для того, чтобы начать работать. Но потом началось что-то действительно странное. Здесь кто-нибудь есть? Я правда не знаю, как он должен работать. Неужели я начал получать сигналы с той стороны? Есть здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Нет. Я проводил эксперимент около 20-30 минут. Он у меня так долго никогда не работал. И как показал повторный эксперимент в обычных условиях, он действительно с течением времени начинает выдавать подобные помехи. Вот это важно было. Причем, чем дольше работает телевизор, тем этих помех становится больше. И тут обычное стечение обстоятельств создало тот самый невообразимый эффект, что мне как будто кто-то отвечает с помощью телевизора. А вот ситуация с полароидами, светом, ВХС-камерой и диктофоном совершенно другая. Все эти устройства исправно работали при тестах, но на самой локации почему-то начали давать сбой. Перед каждой тоже заброшкой тестируется абсолютно все оборудование. То есть, начиная от фонарей, кончая камерами, я не знаю, осветительными всякими приборами, именно вот, которые к камерам крепятся или рядом с ними стоят. Вот то же самое. То есть, чемодан, вот, допустим, вот с которым я иду, он собирается вот так вот, тут, знаешь, вот, по этим, по крупицам. 1, 2, 3, 5, 10. То есть, в принципе, допустить, я думаю, что у Димона тоже огромная команда, которая делает подобные вот видеоролики, и не могли это допустить, то, что что-то там садится. Хотя человеческий фактор, но опять же, все оборудование, ну такого быть не может, что хрень какая-то. И на это есть огромное количество причин. Например, свет отрубился, когда я подправлял куртку. Дело в том, что в этом месте проходит провод питания этого света, подключенный к пауэрбэнку. И, видимо, при этом движении он просто отсоединился. Я искренне считаю, что полароиды перестали работать из-за низкой температуры. С диктофоном я действительно Полароидами можно провести эксперимент. У меня есть полароид, мне даже интересно, как они работают. Я не думаю, что 2 полароида отлетели при низкой температуре. Более там не будет в помещении прям настолько низкая температура. Она будет минусовая, но или близкая к нулю. Он их только достал, они сразу начали херово работать. Хотя пока он их донес, пока он их довез, пока они все это дело разгрузили, вполне возможно. дрил из-за сонного состояния к концу ночи съемок. Я случайно переключил режим, что ли?
А ВХС-камера, которая Обосрался бы, я практически знал, моя кто такое ровесница, Хочу, что он взорвется. в какой-то момент действительно должна была сломаться. Этот момент настал. Но что мне точно непонятно, это то, что удалось записать с помощью самого современного оборудования. Мой улучшенный и перепрошитый робопес ориентируется в пространстве с помощью лидара. В самом начале я показал ему зону слежения, выставил точки, где он должен останавливаться для записи видео и записи звука. Вот эта картинка, которая постоянно появлялась в течение выпуска, это то, как он видит пространство вокруг. После того, как я ушел, буквально через 15-20 минут он активировался и начал съемку. И ему удалось снять это. Технически не знаю этого робота, ничего не сказать не могу. Правда. То есть лидар в этом страшном коридоре зафиксировал нечто, из-за чего робопес остановился, пытаясь избежать столкновения с объектом. Но самое странное началось потом, потому что на карте, которую робот строит вокруг себя, видно, что этот объект будто начинает растворяться в воздухе, из-за чего робопес в итоге смог пройти дальше. Что это может Очень быть? и очень странно. Специалисты, которые помогали нам апгрейдить робопса, не поняли, из-за чего мог получиться подобный эффект, и они ссылаются на сбой в работе лидара. Но согласитесь, что создается полный эффект, что робот смог все-таки уловить что-то необъяснимое. В итоге всего я хотел бы сказать следующее. Тогда у меня вопрос. Если он, смотрите, чертит, то есть вот это вот идут, допустим, стены, да, то есть это твердые объекты, предметы и так далее. Тогда вот это что? Почему это твердое? То есть если мы говорим, что это материя или вообще бестелесное что-то, а как вообще подобный тогда робот, подобное оборудование может вообще в принципе уловить что-то необъяснимое? У меня вот здесь вот логика, она у меня ломается. Может быть, он ловит какие-то электромагнитные там волны, я не знаю, еще что-то. Я просто не знаю, я говорю этого робота. Очень интересно. Воздух стал настолько плотным, что он к нему подошел. Ну, не знаю, я не думаю, что техника не различит, допустим, дверь или стену, или вот это вот. Странно. В работе лидара. Плотная пыль. Нет там такой пыли. Согласитесь, что создается полный эффект, что робот Прикольно. смог все-таки уловить что-то необъяснимое. В итоге всего я хотел бы сказать следующее. Кресты — это одно из самых известных зданий в России, которое до сих пор серьезно охраняется государством, которое в ближайшее время ждет перерождения во что-то совершенно иное, и которое видело многое, за исключением паранормального. С вами был Дима Масленников. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк этому видео. Ничего страшного, то, что пустое по факту место в плане вот этого всего, такое бывает. Значит, там просто ничего нет. У Димона очень много интересных видео, которые мы смотрели. Ничего страшного, буду ждать новых выпусков. Так что лайк.